Предыдущее служение Михаил говорил на тему испытания. On previous service, we're talking about temptation. Сегодня брат Иван тоже говорил на тему испытания. Brother Ivan also talked about this topic today. Я еще недели 3 назад начал готовить тему тоже об испытаниях. I myself, 3 weeks ago, started preparing a topic exactly the same one. Не знаю, как вам, но мне кажется, что-то в этом Бог усматривает. Мы не договаривались между собой. You know, I don't know for you, but I think God is wanting something to happen because we did not agree, the three of us. Пусть эта мысль будет для нашего рассуждения, для нашей церкви, может, кому-то отдельно. Maybe this just needs to be something for all of us to think about or for us individually. I don't know. Тема проповеди моей сегодняшней будет «Радоваться ли в испытаниях?». Today the topic is going to be, should we be happy during trials? Порою, когда приходит испытание, вопрос радости, он как бы автоматически снимается со счетов. You know, when this type of thing comes into your life, happiness, it almost goes to the side automatically. Даже как-то оно не сочетывается. Испытание и смайлик или радость. You know, it almost doesn't fit together, trials and smiling or happiness. Даже элементарно. Вот мы встречаем человека, которого мы знаем, что ему в его жизнь пришло испытание, и мы встречаем его, видим, а он улыбается или радуется. For us, it even doesn't make sense. We see somebody who has trials in their life, and they're smiling and they're happy. Может, такое мы и встречаем, но это какое-то исключение. Maybe we do come across people like this, but this is in the minority. Я хочу прочитать местописание, это 1 Петра 1:6. Давайте вместе проследим за этим текстом. I'd like to read 1 Peter 1:6. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной». Я сократил текст. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, that way your faith will actually come true. And I shorten this text. Нам Слово Божье предлагает радоваться, когда мы, тут я перечисляю первое, поскорбев немного. And it says that we are, for a little while. Вторая мысль, если нужно. A second thought, if needed. И всесторонние, различные искушения. And all these other different trials, various. Вот 3 таких направления. There's these 3 pathways. Первое. А если много, радоваться. If there's a lot, should we still be happy? Второе. Как определяет, какие критерии определения для Бога нужно ли? And how does God determine, is this necessary? Если можно, братья, высветить этот текст, мы сейчас о нем рассуждаем. Смотрите, если нужно. It says, if necessary. Вот это тоже для меня важная деталь. You know, this is important detail for me. Он определяет, нужно ли меня испытать или не нужно меня испытать. He determines, is it necessary or not for me to go through temptations or trials? И вот как раз мы будем сегодня немного рассуждать на эту тему. Нужно ли и в каких сферах Бог определяет меня испытать или не испытывать? And we're going to discuss today the different spheres where God determines, should I go through this or should I not? Испытанию Он подвергает то, на что Он планирует возложить какую-то повышенную нагрузку, разовую или постоянную. And when we go through this is when He's determining when there needs to be a weight or something greater put on us or not. Вот я рыбак. I'm a fisherman. Я иду на рыбалку, я рассчитываю такие снасти приготовить. Удочки или леску, Equipment. I prepare my equipment. Который, если поймается и большая рыба, чтобы все-таки она не порвала мне мои снасти. And so if I catch a fish that bigger than I expected, the pole would not break. То есть я определяю, какую нагрузку может выдержать мои вот эти рыбацкие снасти. So I determine how much weight can my pole actually handle. Я хочу вытащить ту рыбу, которая поймается. I want to take out the fish that I actually catch. Это просто пример, чтобы немножко объяснить, что Бог имел в виду, когда определяет. This is just an example for what God uses to determine.
Если нужно, Он видит, надо или не надо. If necessary, he decides is it needed or not. Он определяет, какую нагрузку я должен буду или встречу в своей жизни. He determines what weight I need to or actually come across. Могу ли я это знать? Do I- Конечно, нет. Do I know this? No. Я не знаю, что Бог планирует возложить на меня разово или постоянно. I don't know, is God putting this on temporarily or for long term? И как раз вопрос в том, что Он меня готовит намного ранее, чем даже я могу догадываться об этом. And the fact is that he is preparing me a lot more in advance than I even know. Мы, как люди организованные, планируем и жизнь свою, какие-то мероприятия планируем. You know, we as planners, we organize our lives, we plan ahead. События, последовательность событий, то есть мы на что-то рассчитываем. Events, things that come after the events, we plan for stuff. И то, что Бог начинает заранее, согласовав с нами что-то делать в нашей жизни, чаще оно не входит в наши планы. And a lot of times what God begins doing early on in our life doesn't come into our plans as he prepares us. И вот здесь выявляется наша готовность доверить, доверяем мы Богу или мы Его не доверяем. And here's where we figure out, do we actually trust him or do we not? Я вместе давайте прочитаем Матфея 10:16, еще один текст Писания. Matthew 10:16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры». Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves, so be wise. Это очень часто проповедники используют это место Писания. It's very often that preachers point to this passage of scripture. Этот текст отражает ситуацию или обстоятельства жизни христианина в этом мире. And this verse almost encapsulates all the things that a Christian goes through their life. Вот интересно, Бог говорит, я вас туда посылаю. What's interesting is that God says, I am sending you. Я вас, как овец, посылаю в среду зла. I am like sheep sending you into evil. Овце не свойственно чувствовать себя спокойно в присутствии волка. You know, it's not normal for a sheep to feel calm amongst wolves. Она может как-то более с надеждой чувствовать себя, если полагается на защиту сильного. But he has more hope in protection if he's hoping in somebody stronger protecting him. Поэтому Бог определяет нас послать в среду волков, That way, God determines to send us in the midst of wolves чтобы мы научили волка быть овцою. so that we would teach a wolf to be like sheep. Это не свойственно для волка тоже. You know, this also isn't normal for a Но wolf. почему-то Бог туда овец посылает. But for some reason, God sends sheep exactly there. И для того, чтобы стало невозможное возможным, And in order for the impossible to become possible, Он нас к этому готовит. he prepares us for this. И потому мы испытываем трудности, искушения и испытания. And that's why we go through hardships, through trials, through temptations. Поэтому, когда Творец допускает в жизни своих детей испытания, That's why when the Creator allows trials to come into his это children's должно lives, стать причиной радости. this needs to be a source of joy. Понимая, что пройдя испытания, мы становимся более испытанными или защищенными или сильными. And we need to understand that through these trials, we gain protection and become stronger. Это уже как бы итоговая такая мысль, которую я буду подчеркивать, но я буду продолжать еще рассуждать с вами об этом. This is just a detail of a thought that I want to talk about, but we're going to continue further. Повторю еще раз, если в нашей жизни что-то произошло, то, на что мы не рассчитывали, неожиданно для нас было, и оно трудно для нас. I want to repeat, if something happened in our life that we did not expect, that it is difficult for us, Мы должны понимать, we need что-то to Бог understand допустил. that God allowed this. Что-то Он хочет производить в нас. He wants to do something in us. Что-то Он усматривает нам еще необходимое. He sees something necessary for us. Он от нас хочет какого-то плода получить. He wants to receive a fruit from И us. чтобы этот плод был приятный для Него, And for this fruit to be pleasing to Him, нам нужно пройти испытание и закалку. we need to go through trials and situations like these. Еще один текст прочитаем. 1 Петра 4:12. 1 Peter 4:12. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. Обратите внимание,
Он обращается к тем, кого он любит. Pay attention. He is talking to those who he loves. И он подчеркивает, что это он посылает. And he's saying that he sends. И он предлагает не принимать это как что-то непредвиденное или то, что вышло из-под контроля Божьего. And he offers for us not to receive it as something that he does not have control or something weird. Не боритесь с источником вашего искушения или испытания. Don't fight with the source of the trial of temptation of your life. Не входите в тяжбу с человеком, от которого это пришло к вам. Don't get into disagreement from the person from whom this came from. Еще раз прочитаем. Возлюбленные. В моем тексте восклицательный знак такой есть. And I want to read again, beloved, and there's an exclamation mark in my text. Огненное искушение для вас, которое я вам посылаю, не принимайте как что-то плохое или странное или ненужное. These trials that come to you, don't take this as something strange, as something weird, something that's not needed. Да, это пришло в нашу жизнь, когда мы этого не ожидали. Yes, it came into our lives when we did not expect this. Да, почему он не предупредил меня об этом заранее? Yeah, why didn't he warn me in advance of this? Ведь я в коллективе, где есть пророки, которые могли бы предупредить меня. Because I'm in a collective of prophets who could have forewarned me. Но этого не произошло. But this did not happen. А ко мне пришло страшное испытание. But to me came scary trial. Давайте возьмем пример жизни Иосифа. Let's take an example from Joseph's life. Бытие 37 глава, 19-20 стих выборочно прочитаем. Genesis 37, 19, 20, we're going to pick at parts. Сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем и убьем его. They said to one another, here comes the dreamer, come now, let us kill him. Иосиф в особых одеждах, Joseph is in special clothing, которую пошил ему отец, и этим выделил его среди остальных братьев. who his father had made for him and actually made him stand apart from his brothers. Важно, что среди старших братьев он выделил его. What's interesting is that he did this among older brothers. В их семье только один еще был меньше, это был Вениамин. In their family, there was just one who was younger, Benjamin. И вот этот малой And this young one, в этой лучшей выделенной одежде идет к ним. in these clothes that are good, he goes to them. Его послал, конечно, отец. Of course, his father sent him. Но его сердце какое? Увидеть братьев, пронести им угощение, But his heart is what? To see his brothers, to bring them something, поучаствовать их в ихнем труде, в ихнем служении. to be part of what they're doing. Ожидал ли он того, что его ждет? Did he expect what was waiting for him? И как ему было все это воспринять, когда это свершилось? And how was he supposed to receive all this when this happened? Да, два брата проявили себя несколько особенно, и они спасли его от смерти. Yeah, two brothers, they stood out and they actually saved him from death. Но в любом случае в его жизни произошли страшные перемены. But nonetheless, there were just huge changes in his life. Он оказался рабом, проданным. He became a slave, he was sold. Не знаю, как с языком, был ли у них разный язык. I don't know, was the language different? Он молодой парень, He was a young man. в цепях, в оковах, идет куда-то неизвестно куда. He's in chains and he's going somewhere where he doesn't know. Это как пример. Вот что произошло в жизни человека, который совершенно не ожидал того, что пришло к нему. This is just an example of a person who had no idea what he was awaited. Мы знаем в итоге, что Иосиф сказал своим братьям, это допустил Бог. We know towards the end that Joseph tells his brothers, God allowed this to happen. И в итоге вы видите, это привело к тому, что я стал благословением, чтобы спасти нашу семью. And he says, you see that I became a blessing in order to save our family. Не сразу, конечно, они это поняли. You know, they didn't understand this right away as well. Но когда они это услышали от него, когда были в зависимости от него, But when they heard this from him, when they were actually indebted to him, я больше чем уверен, что у них многие пазлы сложились в какую-то последовательность. I'm more than sure that the puzzle pieces started fitting together. Важно не допустить огорчения на Бога. It's very important not to be bitter towards Когда God нами построенные планы начинают безнадежно рушиться. when our plans that we've built have become falling apart.
Я сейчас не буду проходить по определенной области в жизни, где мы могли такое встретить или уже прошли. I'm not going to talk about spheres of life where we can come into this or we have already experienced Это может this. быть в разных сферах This could be in different spheres и в разном возрастном периоде нашем. and in different age groups. Но как важно не огорчиться на Бога. But it's very important to not be bitter towards God. Помоги Господь нам в это время помнить, что наша жизнь в руках всемогущего Бога. Let God help us remember that our life is in God's hand. И мы нашу жизнь в свое время добровольно Ему отдали в Его владение. And we, in our own time, gave our life up freely for Him and His will. Я хочу вместе с вами вернуться, напомнить вот это место Писания 1 Петра, о сем ради подскорбел немного от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее. Потому испытание и искушение. I want to come back to that verse that we read about our faith actually coming true, talking about trials and temptations. Одно ли это? Is this the only thing? Хочу порассуждать с вами об этом. I'd like to discuss this with you. Испытание – это проверочное действие, цель которого выявить у человека верность, силу, ум, мудрость, смелость, способность, покорность. Trials is for the characteristics of a human being, the things that are there to be developed. И Бог испытывает для того, чтобы человек стал доверять Творцу, стал еще сильнее, опытнее, способнее. Он это делает. And He puts trials into a person's life that he would lean more on Him, that he would be more aware, that he would have more hope in Him. А вот искушение я определяю так. Это то же самое действие. Вот только цель показать его порочную зависимость, ограниченность, беспомощность, слабость, незрелость, ничтожность. But temptation, it has an opposite effect. It's actually to show the weakness or the bad of a person where he falls short. Согласитесь, у нас есть много чего того, что мы сами не рады этому. You know, let's agree that we have a lot of things in our life that we're not okay with or happy with. И вот как раз вот эти все такие толчки, удары судьбы, And all these things that kind of mess up our plans, какие-то лишения, some decisions, разрушенные планы, our plans that fall apart, предательство, огорчение, where we actually become bitter, они в нас выявляют негативные черты характера и негативные привязанности. what happens is our negative inner comes out in these situations. У нас была прекрасная проповедь в пятницу, в этой Игорь Скрипниченко говорил тему об Израиле. We had this past Friday, Igor Skripichenko had a great sermon talking about Israel. Вот Бог постоянно боролся с Израилем в вопросах идола, их привязанности к идолам. God was always almost in this conflict with his people about the way they worshipped idols. Они так были зависимы от авторитетов, от лидеров. They always wanted a leader, somebody with authority. Это, в принципе, и хорошо было для них. You know, in reality, this was good for them, Но Бог хотел, чтобы они Ему отдали предпочтение. but God wanted them to direct this towards him. И как раз была проблема в том, что они это сделать были не готовы. And what the problem was that they were not ready to do this. Они с трудом доверились Моисею. It was very difficult for them to trust Moses. Но у них была мысль: обетованная земля, свобода, независимость и частная собственность. And they were thinking that the promised land, they could just come into it freely. Моисея нет, а что с ним случилось, мы знаем. Аарон, дай нам другого лидера, построй на Бога. Moses, we don't know what's happened with him. Aaron, give us another leader. Может, он нас доведет к нашей мечте. Maybe this leader will lead us to the promised land. Очень часто Бог, бывает, выявляет нас вот эту порочную зависимость, And a lot of times what God does is he makes this come to the forefront. подпуская в нашу жизнь искушение. He allows these things to happen in our lives. И вот как раз, когда говорим об искушениях, дьявол искушает для того, чтобы разрушить человека мысль о том, что он образ и подобие Бога. And what I was saying, this idea that the devil tempts us so that we would stumble and fall into negative. И он хочет разрушить нас мысль, что мы призваны и способны угодить нашему Создателю. And he wants to help destruct us that we would not be able to respond to our Creator. Вот примеры такого моего определения. Испытание и искушение. Бог и дьявол, и отношение их к нам. And talking about trials and temptations, we liken it to God and the devil and how they affect us. В любом случае, это должно нас сделать сильными. In either way, this needs to make us stronger. Давайте немножко порассуждаем еще, от кого могут приходить испытания или искушения. Let's talk a little bit more where these trials and temptations come from.
искушать может Бог. God can actually put us into trials or tempt us. Матфея 6 глава 13 стих. «Не введи нас в искушение». Это молитва, которую мы совершаем каждое служение, может по несколько раз на неделю. In Matthew it says, lead us not into temptation. То есть мы обращаемся к Богу и просим Его, пожалуйста, Бог, меня не введи в искушение. So we're talking to God and we're saying, God, please us, do not lead us into temptation. То есть мы этим подтверждаем, что Бог тоже искушает нас. So we are determining with this that God also tempts us. Искушать может дьявол. But Satan can also do that. Мы читаем Матфея 4 глава, 1 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола». We read in Matthew 4:1, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. И люди могут испытывать друг друга. And people can also test one another. Тоже место Писания, 1 Тимофея 3, 8, 10. 1 Timothy 3:8-10. Диакону прежде надо было испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Deacons likewise must be dignified, not addicted. Let them be tested before they and prove themselves before they go and serve. Три источника испытания. От Бога, от дьявола и от человека. 3 sources of temptation from God, from the devil, and from people. Именно вот эти все испытания, которые мы проходим, And these things that we go through, они нас закаляют и делают нас способными к делу Божьему. they make us stronger and more available and able to do God's work. В испытаниях мы или закаляемся, или мы сгораем. When we go through these things, we either get stronger or we just burn out. Я думаю, что мы встречали в своей жизни таких людей, которые разочарованы людьми, семьей, церковью, Богом. I think we've met people in our lives who people are just sad with people, with family, with God. Эти люди стали жертвой атак дьявола и собственной незрелости. And they have become a sacrifice of the attack of the devil and just their inability to cope. Такие люди чаще всего видят виновным в этом кого-то, не себя. These people, more often than not, see somebody else who's at fault than themselves. И если встречаются в нашей жизни такие люди, наша задача стараться поднять их. And if we meet these people in our lives, our job should be to try to help them come up, get out of it. Надо показать им, что их непрощение может быть причиной потери спасения. We have to show them that their unforgiveness can actually lead to losing. Нам нужно постараться убедить их, что сила прощения очень велика. We need to try to convince them that the strength in forgiveness is very, very great. Если мы простим обидчиков своих, If we forgive those who go against us, и Он, будучи верен и праведен, простит нам тоже нашу неправоту нашу. then he too will forgive our unrighteousness. Давайте немножко еще порассуждаем, в каких сферах жизни мы можем быть испытаны. Let's talk about different areas of spheres of life that we can be tempted in. В разный период нашего возраста мы можем проходить разные испытания. Different age groups can go through different temptations and trials. Для подростка это одни испытания, For teens, one set. для семейного другие For испытания. people of family, something else. Для взрослого человека они уже другого характера For испытания. adult, it's already a whole different level. Но, в принципе, во всех сферах жизни, деятельности человека мы можем быть испытаны. But no matter how old you are, you could actually go through this temptation. Я хотел бы поговорить просто о принципе. I just want to talk about the principle of it. Там, где испытывающий усматривает нашу верность, надежность, способность, те испытания для нас проходят не особо даже заметно. Those situations when we're tempted and he's just looking at how strong we are, how we react, they almost come and go. Но если он усматривает некоторые области нашей жизни слабыми, But if he's looking at some areas where we have weakness, там испытание будет проходить сложнее, часто болезненно и продолжительно. then these things will actually have more pain, it'll be more difficult to go through. Я думаю, каждый из нас тоже наблюдал за собой такое. You know, I think each one of us, when we look at ourselves, we've noticed this. Вот, допустим, в области неправды. Для меня неправда – принципиальный вопрос. Я никогда не говорю неправды. You know, if we talk about dishonesty or not truth, for me, it's principle. I don't like dishonesty. Это как пример. А вот простить и не быть обидчивым – это проблема. But to forgive or not to be hurt, this is a problem. И в этом Бог меня испытал.
И я, может, и видел не раз, когда Бог меня испытал, но я как-то легко-то прохожу. You know, God tempted me in many maybe times, but I kind of go through this a little bit easier. А вот в области обиды почему-то меня больше и больше обижают люди. But when I get hurt, it seems like I get hurt and hurt more often. И порою обижают те, от которых я никогда не ожидал, что от них тоже это может прийти. And the people who hurt me are people who I never would imagine this would come from. Я встречал людей, которые мне зачитывали весь список десятилетней давности, на кого они обиженные и кто причинил им огорчение. I've met people and they just have a long list of people and events over a course of 10 years of people who have done bad and hurt them. Это человек верующий, проповедник. This is a believer, a preacher. Но он с молодости помнит, ему уже было на тот момент в пределах где-то 70 лет, он все это перечисляет и не для того, чтобы исповедоваться. And he is 70 at the time and he's remembering from his youth all the things that happened, not to confess, А для того, чтобы с ними решить вопрос. but so that they would get figured out. Чтобы они поправили свои отношения к нему. So that they would fix their relationship towards him. Вот как раз вот здесь он усматривает нашу слабость, и он допускает, чтобы все-таки изъять у нас негативное наше. And this is where he tempts us in our weaknesses, that he would just take away this bad from us. Бывает, будущий труженик Божий не имеет необходимых качеств или способностей. You know, sometimes somebody who's going to be serving God, he doesn't have characteristics or traits that are needed, Которые просто необходимы для его служения. that are just necessary for his ministry. Такой человек может быть подверженный большему испытанию или искушению. This person might go through deep trials and temptations. И Бога цель одна — привить ему эти добрые, нужные, необходимые качества. And God's goal is one thing, that these good things would be added to him through this process. Кто занимается геологией, они находят руду. You know, somebody who's working with geology, they find things. И обратите внимание, если в руде есть хоть немного золота, And if they find something and it has just a little bit of gold in it, его бросают в огонь. they throw it into a fire. Золото обязательно отделится, хоть там его немного. The gold, even if it's just a little bit, it'll separate, А все остальное должно сгореть. but everything else will burn up. Что-то подобное может происходить и в нашей жизни. Something similar could happen in our life. Иеремия 11:20. Но Господь Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца. Jeremiah 11:20, that God tests the righteous hearts. Моисей проходил подготовку и испытания десятки лет среди чужого для него народа. Moses went through temptations and trials tens of years to people who were foreign to him. И это было справедливо и крайне необходимо для успешного выполнения той миссии, которую Бог хотел возложить на него. And this was necessary that he would be able to fulfill the mission that God had prepared for him to do. Ему надо было именно с этого народа вывести из пленения израильский народ. He needed to bring his people out of this other people's ethnic group. Но повзрослев и поняв, что его мама, она не родная мама ему, But when he grows up and he realizes that his mother is not his birth mother, и что он не представитель этого народа, а народ порабощенный, это его народ, представитель он его является. and he's not from this class of royalty, but the slaves, that's where he Он belongs. мог бы в глубине сердца допустить огорчение на Бога. You know, in his heart, he could have been bitter towards God, Но мы наблюдаем, этого не сделал. but we notice that he did not do this. Как только он уже увидел потребность, что ему нужно что-то делать, When he saw that he was needed to do something, он сразу переключился на сторону своего народа и начал заступаться за евреев. he switched to the side of his people and started standing up for the И Hebrews. это было началом его пути к тому, чтобы стать освободителем и вывести израильский народ. And this was the beginning of his path to be able to free them from captivity. Пчеловоды с улика собирают прополис. И чтобы прополис имел качественный товарный вид, A beekeeper gets propolis when he's working with bees. его нужно разминать. Его нужно нагреть.
And so he needs to do things he needs to heat it up in order for it to be effective. Может, мало кому приходилось это делать, мне приходилось это много раз делать. You know, maybe not many people have done this, but I've had to do this quite often. Мы когда с Уликой очищаем этот прополис, делаем его какой-то такой слиток, потом его нужно разминать и удалить от него много инородного. When we collect it and we take it out of a beehive, we then have to separate it and get a lot of the bad stuff out of it. Это обрезки, остатки древесины, And there's just leftovers of different things that go into the process. это присутствие там воска, They have other things. это остатки трупов пчел. From the bees, things are falling off. И в таком состоянии он не готовый, он некачественный. And in this early stages, it's not ready. It's И not. вот мы делаем то, чтобы удалить это все. And we do everything we can to take this away. Мы его в руках нагреваем, We warm it up. разминаем. Он чем дольше разминаем, он тем сильнее нагревается и становится We податливым. do things to it more, and the more it's able to come into its last stage. И когда мы его разминаем, прополис между собой соединяется, все инородное, оно отделяется. And when we do this process, the propolis, all that is good, it comes И чем together, больше мы and его everything разминаем и negative нагреваем, leaves. And the more that we do this, тем четче выделяется инородное тело and оттуда. the more we do this, the bad comes out. И потом легко оттуда его можно удалить. And then it's very easy just to get rid of anything that's not needed. И в итоге становится цельный слиток настоящего качественного прополиса, And then at the very end is just this quality propolis that can do good. который мы можем потом использовать в медицинских целях. And then we can use this for medicinal purposes. Не делает ли что-то Бог подобное с нами? Doesn't God do something similar to each of us? Вот не можем мы отделить от себя то, что не нравится Богу. We can't just get rid of the things that God И doesn't Он like, начнет нас разминать. but He begins to almost squeeze Так бывает, us. разминает нас, And this is how He does it. And sometimes it's so severe что мы уже соглашаемся, что нам нужно оставить вот это, нам нужно отказаться от вот это, нам нужно забыть об этом. that we begin to just agree that we need to forget about this, we need to leave that, we need to get away from another thing. Сами по себе мы это не сделаем, мы не способны к этому. We by ourselves, we're not capable of doing А this. вот испытаниями, искушениями Бог приводит нас к этому, и мы соглашаемся, видим в этом смысл. But when we go through trials and tribulations, God prepares us to do this, and then we begin to see a purpose for it. И вот как раз не войдя в испытания, мы не способны увидеть себя самого, какие мы в самом деле мы есть. And not going to these trials, we cannot actually see ourselves for who we are. Напоследок хочу один пример привести из жизни Давида. You know, I'd like to bring up a last example from the life of David. Если братья могут высветить, Псалом 25, 1-2 стих. Psalm 26, 1 through 2. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплав внутренности моей, сердце мое, ибо я ходил в истине Твоей». Vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity, and I have trusted in the Lord without wavering. Prove me, O Lord, and try me. Test my heart and my mind. То есть он подчеркивает пред Богом свою непорочность и делает ему вызов. Ты можешь проверить меня. And so he's saying, God, here's what I've done. You can test me. Услышал ли Бог молитву Давида? Did God hear David's prayer? Я наблюдаю по жизни Давида и по последовательности его псалмов, что это было до его падения. And I read this and looking at his life that this was before he stumbled as a person. И теперь мы читаем уже в 138 стихе, 1-2 стих. And then we read in 138, first and second verse. Я усматриваю, что это уже было после истории его падения. Looking at this, it seems like it's after he had fallen. Опять-таки он делает вызов. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». And he again says, God, test me, test my mind, test my heart. See if I am on the right path. Он уже здесь совершенно упускает свою непорочность. Here he is acknowledging his imperfection. Он увидел свое ничтожество. He sees his shortcomings. Он понимает, насколько он опасный человек оказался для семьи. He understands how dangerous of a person he is for his family. Поэтому вот что пришлось пройти человеку Божию. So this is what a man of God had to go through. И благо для него, что он этот вывод сделал правильно для себя. And good for him that he made the right decision based on that.
И Бог его приблизил и хвалится Давидом. And God brought him close to himself and actually praises David. Я хотел бы сейчас вместе с вами напомнить такой текст Писания, 1 Фессалоникийцам 5:16. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова воля Божия о вас во Христе Иисусе». I'd like to remind us of a verse that says that we should always be joyful, we should never stop being, and that is the will of God for us. Даже если трудности пришли, Even if difficulties come into our lives, даже если в испытаниях мы упали, even if in trials we have fallen down, но мы увидели, что упали, и помог Бог нам подняться, и мы but we see поднялись. that we've fallen, God helps us stand up and we do it. Нам нужно радоваться всегда We need to always be joyful и за все Его благодарить. and for everything be thankful to Him. От Него исходит испытать нас и в чем испытать. From Him comes what to test us with and how to test us И with. от Него зависит, много ли или немного испытать нас. And He determines, does He test us often or not. От Него зависит, в каких искушениях From нас Him is проверить. determined what temptations we should be tested in. И только тот, кто всецело доверился Богу, отдал Ему свою жизнь, And only he who has trusted Him wholeheartedly and has Yes. given Him his life, все свои обстоятельства, желания, all his situations, all his desires, они способны жить полноценной жизнью, only they are able to live life in the fullness, наполненной миром, filled радостью, with peace, добрыми with ожиданиями. happiness, and with good thoughts of the future. Бог и мы всем этого желаем. God and we all desire this for each other. Только с Ним. Only with Him. Только быть зависимым от Него. Only being Him. Не от человека, Not from a person. не от какого-то авторитета, Not from some other authority. не от какого-то божества, Not of some good thing that has на что бывал happened. Израиль от этого пострадал, а доверяя Богу, Israel struggled, but we need to trust God. мы можем жить настоящей радостью, иметь совершенную радость. And only then we can have this heavenly joy. Я предлагаю об этом молиться. I'd like to pray. Давайте встанем, Let's совершим stand молитву. to our feet and pray.